начали влог. Ну, здрасте. У нас смена ракурса произошла. У нас еще спонтанная фотосессия произошла. И сейчас начинаем какой-нибудь там по счету влог. Едем сегодня на рынок украинских продуктов с целью... Алиса, пауза. Найти огурцы, помидоры, творог, потому что очень хочется сырники. И вот такие вот красивые. Планируем произвести фотосессию. Вам есть что сказать? Нет. Она уже на фотосессии. Она уже позирует. Она уже модель. Она... Кто еще? Она инфлюенсер. А еще у нее арт-пространство. У нее пространство, креативное пространство, да. Вот прям примерно вот такое, вот, как моя кровать, очень креативно. Нам ехать 28 минут. Ну и доедем. И вот такой вот лук дня. Так, мы приехали на какой-то рынок. Как всегда, с приключениями ехали. Сейчас прикол в том, что в Берлине, я все еще в Берлине, что в Париже обострение клопов. И во всех транспортах очень много клопов. И мы, короче, сейчас 30 минут ехали стоя, боясь этих клопов. Лейла показывает, с чем она на работу пойдет. Скажи, пожалуйста, еще раз. Девочки, голосуй в комментариях. Вот смотрите, вот такие вот details. Я такой смотрю. А здесь вот Ну, такой здесь вот мне фабрик. больше нравится Details, а здесь больше нравится Fabric. Реально? Ну, у нас полный апдейт. Мы нашли рынок. Он находится вот под этим мостом, то есть с другой стороны. Лейла, просто можешь обзор сделать? Да, Внимание. Лейс, краб, капуста квашеная. Боже, просто черный хлеб. Это сырники скоро станет. Ну, это как творог. Конфеты, белочка. Ну, типа Лещина, да, это белочка. Да. Какая-то колбаса. молочная колбаса. Лекарская, не знаю. Это еще не все, там другой пакетик с самой важной вещью. Это огурцы. Это нереально сложно найти нормальный... А где мобилка? Все. Вот иду просто великолепно. Найти человеческие огурцы в Европе — это невозможно. Все, что здесь продается, это намек на огурцы, вот такие вот огромные. Это просто, ну, это отврат. Мы просто залетели на рынок. Ну, надо помыть. Но здесь воды нигде нет. Ну, только если покупать воду. Пойдем попросим воды у этих воровов. Я не пойду туда. Что тебе бесплатно дадут? Мне, да. Даже больше, чем воды. Ну не, найдем где-нибудь воду. Короче, мы очень счастливы. У нас здесь полный обзор на русские славянские продукты. Капустка. Вкусно. Здесь еще батон есть. Лекарская. Колбаса вареная. У нас тут просто что-то типа обеда. Вот это вот великолепие. Конечно, Эвиан немножечко портит всю вот эту картину, но... Шишкин лес не привезли. Я обожаю Шишкин лес. Ну, короче, просто, идеальный обед. Чай Гринфилд. Это раритет, привезенный из Москвы. У меня проблема, я обожаю просто Spring Melody. И я когда улетала, я купила себе пакет чая. Я теперь его берегу. И с черной смородиной и мятой. Вот чай можно купить в этом магазе у... Гринфилд? Да. Ну, смотря сколько он стоит. Мы изучаем просто здесь русские магазины. И что-то пока, У нас вот такое вот милашество, вот человечечка, вот такая вот шапочка. Она очень любит Стича. Ты так пойдешь в офис? Да. Да? Да. Ты еще очки надеть, и на рейв можно потом. For the vlog. Просто невероятно. Она зажглась именно в тот момент, когда я достала камеру. У меня не было каких-то ожиданий к Эйфелевой башне, я никогда не ловила... Я потеряла Лейлу. Я нашла Лейлу.
У меня никогда не было каких-то особых ожиданий по поводу Эйфелевой башни. Я не понимала хайпа, но, черт возьми, она очень красивая. У нас доброе утро. Ночлежка бомжей закончилась. У бомжей был очень красивый завтрак. Вот с таким вот видом. Вот здесь вот мы завтракали, развешено одеяло. Да, и вот такой вот вид на Триумфальную арку. Мне кажется, очень идеально и красиво. Спали часов... Не знаю, сколько мы спали. Но мы сейчас собираемся в музей смотреть на Ван Гога. Мне кажется, это прекрасное, идеальное воскресенье. Поели сырники, это тоже очень важно. Человек вот пытается выбрать аутфит, сушив джинсы раз 10. Будет обзор на аутфит. Аутфит называется база. Это база. Кеды у нас Веха. Веха, да? Да. Джинсы у нас высушенные 12 Stories. Ремень у нас, обзор, внимание, Томми Хилфигер. Что у нас за лонг? Зара? Зара. Зара. И майка белая. Зара, моя любимая. Зара. Ну, у меня тоже полнейшая база, потому что одежды больше нет. Так, у нас продолжение влога. Мы уже доехали до люксембургских садов. Лейла мне проводит мини-экскурсию, потому что я какой-то очень тупой человек. И, короче, я вообще не посмотрела город. И вот у нас первые такие выходные свободные. Вот там вот за вот этой аркой, вот которая бумажная, видишь там? Вон, видишь пирамида, вон она. Видишь? Вижу! Вот это Лувр. Топ, топ. Вот вход в Лувр мне человек показал. Я реально чувствую себя очень какой-то undereducated. А вот это вот все здание, это весь Лувр. Вот это все здание. Он гигантский. Ну, я была в детстве, я чуть-чуть помню. Но сейчас мы идем в Орсей смотреть на Ван Гога и Мане. На Дега. Там все. Très bien, très bien. Там все. Но здесь очень красиво. Такой вот фонтанчик. Мы уже в музее. Такие вот культурные у нас выходные получились. Идем смотреть выставку Ван Гога. И здесь самое классное, то, что для всех интернациональных студентов бесплатный вход в музей. И мы просто показали наши паспорта с визами. Они посмотрели, то, что они студенческие, и сразу пустили. Очень приятно, но мне почему-то кажется, что когда мы с вот Лейлой были в Мадриде, мы покупали билет. Какая очередь, вау! Короче, у нас случился фейл. Мы не идем на выставку Ван Гога, потому что вот такая вот очередь. И мы, видимо, вернемся в другой день. Как-то очень грустно, потому что сказали, что очередь на 2 часа. 2 hours later. Мы вернулись в Люксембургские сады. Вот человек направляется в Сен-Лоран кафе пить кофе. Я счастливый человек, который купил себе открытки в Орсей. У меня такая прекрасная традиция, где бы я ни была по всему миру, покупать обязательно открытки. А если там есть Ван Гог, то я куплю все открытки этого мира. Я родителям привозила из Л.А., из Амстера. Откуда-то еще привозила, и вот сейчас из Парижа будет. Правда, передам я это через пару месяцев. И планы на сегодня еще погулять по городу, вообще посмотреть его. Мне так нравится то, что я полжизни провела во Франции, я выросла во Франции, так, относительно. Но в Париже я теперь живу, но до этого была 1 раз, ничего не видела, просто ничего не знаю. И чувствую себя полностью туристом. И потом пойдем немножечко на шопинг, потому что вчера он не удался. Посмотрим, что купим. Я все еще охреневаю от кофе за 600 рублей, но я не могла устоять и не взять pumpkin spice latte. У меня уже осень. Сегодня такая прекрасная просто осенняя погода, настоящий сентябрь. Где-то градусов 16, но достаточно тепло. Так, мне теперь жарко, мне горячо, пальцы горят.
Значит, вот как в Европе люди ходят за продуктами. Хлеб. Вид у нас, ну, так себе. В Москве одеться при параде, в Европе Одеться по желанию. по возможности. Ну, как бы, вот хлеб зато вкусный. У нас случилась вот такая вот PowerPoint вечеринка. Всегда смотрела у всех рилсы про такие PowerPoint вечеринки, и просто мы настолько загорелись идеей сделать это сами. Мы потратили... Сколько мы потратили на это времени? Неделю? Да. Мы сидели сегодня просто, ну, вместо работы часов 5 мы делали эти презентации. Я надеюсь, что еще часов 5 мы будем это смотреть. У нас такая концепция, что мы решили показать друг другу всю историю, там, такие ключевые моменты нашей жизни, про друзей, про компании, про скандалы, расследования, крысятничество, ровно до того момента, как мы начали дружить. И, как бы, ну, у меня 41 слайд, у тебя сколько? 35, 30. Ну, вот 35 слайдиков. Вот сейчас у нас будет тут вот такая вот вечериночка. Можаева тут Саша. Для контекста, Саша Можаева, и не думаю, что она когда это посмотрит, но это человек, который нас связывает. Ты знала, что я с такого вот возраста, с пеленок, ее знаю. PowerPoint вечеринка заканчивается в 3 часа утра под Маркова. Мы просто часа 3 рассказывали друг другу наши PowerPoint'ы. Странная вечеринка. Короче, мы часа 3 рассказывали друг другу PowerPoint'ы про дружбу и про все прекрасное. Это лучшая идея для вечеринки. Это лучшая идея даже для вечеринки, когда вас примерно двое. В общем, ну, ставлю этому 10 из 10. У нас сегодня прекрасный день. Очень красивое утро было. Мы решили поехать на срочную шопинг-терапию в Аутлет. Мы вот собрались, вот опаздываем на автобусик, опаздываем срочно на шопинг. Осталось всего 5 часов шопинга. Как бы, ну, такие вот вроде модные, но на автобус. Девушка, вам солнце светит? Она скрывается от папарацци. Мы уже приехали, и здесь, короче, схема, чтобы пройти в эту деревню, нужно пройти через торговый центр. А мы очень любим шопинг, и мы очень любим торговые центры, поэтому нас даже уговаривать не нужно. Мы уже решили, что завтра мы сюда возвращаемся, потому что 2 часов, но, к сожалению, недостаточно вообще. Фаворит — это, конечно, Golden Goose розового цвета. Это просто. А мы с покупками. Мы уже пошопились. Распаковка будет завтра. Мы все покажем, да? Покажем? Мы сделаем хол. Слушай, ну у меня тоже. В общем, счастливые едем в Париж встречаться с друзьями, причем с раздельными друзьями. Она со своими, я со своими. Встречаемся потом на станции и едем обратно в деревню. Потому что завтра у нас по планам день во Флене. Мы будем просто отдыхать, ничего не делать, наслаждаться жизнью и стирать мою простыню. Доброе утро. Уже сколько? Час дня. Мы позавтракали, проснулись, и я снова легла в кровать, потому что сегодня воскресенье, а воскресенье — это день во Флене и ничего не делания. И хочется вот просто продолжать лежать и ничего не делать. Я уговариваю, точнее нет, я уговорила Лейлу пойти погулять в парк, чтобы сделать норму шагов,
Потому что я как будто не могу себя заставить поехать в зал, по крайней мере, сейчас. А походить как будто я могу. Вот. Но мне пока так хорошо под одеялком, что не встается. А она вообще термоядерная, что-то там носится, вещи какие-то раскладывает. Откуда у нее энергия, я не понимаю. В общем, мне это непонятно. Человек, он что-то там раскладывает, что-то вообще вот силы какие-то, как бабка там осматривает. Я не на твой Я свитер. вообще не про это, я его просто складываю, как мне надо. У меня бзик на то, как у меня хранится одежда. Поэтому... Да? Да. Ну, как видишь, у меня все в одной куче накидано. Нет, у меня бзик на то, что у меня одежда должна очень аккуратно разложена. Ну, это Я хорошо. не проверяю, насколько или нет. Ну, ладно. А это вот бэкстейдж анпакинг, как бы, ну, тут трусы, в угах сидим, сумочку тут. Вот так вот все происходит, гламурная жизнь. Anywhere you go, you belong. Тут Зая сделала вот такой кинотеатр нам. Здесь у нас будет The Holiday из прожектора. Тут свечечка. Тут вот такая вот красота. Вообще, ну что за прекрасный вечер, воскресенье. Сейчас еще будем есть салат с крабовыми палочками и капустой. Немножечко забыла записать аутро, поэтому записываю только сейчас, находясь уже дома. Такой очень сумбурный, необычный влог получился, который мы записывали в течение 2 месяцев. Можно видеть, то, что сначала тепло, а потом мы уже ходим в пуховиках. Но хотелось показать такой разный Париж, разные районы, разные вещи, что можно здесь поделать. И, в принципе, что мы делали с Лейлой. Очень надеюсь, что понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь вашим впечатлением. Как всегда, обязательно призываю к действию. Это очень важно. И да, скоро выйдет еще один влог о моих выходных в Женеве и встрече с родителями. Так что да, обязательно подписывайтесь, скоро будет очень интересно. Пока-пока.